Да, хорошо. Стоять. Молодец, хорошо, умничка. Сидеть. Лежать. Сидеть. Да, хорошо. Давай-ка, хоп. Молодец. Хоп. Хорошо. Хорошо. А собака. А собака. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, и вы на канале Конура. Я хотел показать вам, в какой сказке мы живем. Друзья, тема этого ролика сегодня очень важная. Тема это подкрепление. Что нам нужно знать о подкреплении? Когда мы решили воспитывать собачку, да, заниматься ее дрессировкой, нам обязательно нужно подкреплять ее поведение. Все хорошее поведение мы подкрепляем положительно, вот, но иногда плохое поведение нужно подкреплять отрицательно. Что же такое положительное подкрепление? Положительное подкрепление – это игрушка и это вкусняшка. Ну, вроде бы казалось так все просто, то есть дал игрушку собаке, она радуется, или дал вкусняшку, она тоже радуется. Очень многие люди совершают очень много ошибок. То, чем вы подкрепляете собаку, оно должно быть очень желаемым для собаки. То есть собака должна этого хотеть. То есть и тут вы определяете сами, чего же больше всего хочет ваша собака. Либо же мячик какой-то, либо же собачка любит покушать. Часто бывает так, что люди пишут мне, звонят, говорят, мы берем с собой на прогулку вкусняшку, но ничего не работает все равно. Если собака ваша эту вкусняшку не хочет, а ест только ее ради того, чтобы сделать вам одолжение, ничего у вас не получится. Первое. Собака должна хотеть. Я много раз видел такое, когда собака смотрит на другую собаку, и в этот момент ей тычут кусок колбасы какой-то в нос. Она даже не поворачивает голову в сторону хозяина, открывает рот, там съела и дальше смотрит на ту собаку. Друзья, вам нужно сделать так, чтобы то, чем вы подкрепляете собаку, собака очень сильно хотела. Если собака видит, что у вас какая-то вкусняшка, она должна смотреть на вас и хотеть. Дальше. Очень важно, когда и где подкрепить. Время между совершаемым собакой поступком и тем, как вы даете ей в рот какую-то вкусняшку, должно быть минимальным. Например, собака ваша бегает где-то, вы ее подозвали, она к вам пришла, и вы начинаете лезть в карман, из кармана доставать пакет, из пакета доставать сыр. У собаки в голове уже 10 тысяч мыслей сменилось, и когда вы ей даете эту вкусняшку, она уже не понимает, за что она ее получила, и просто ее ест. Подкрепление должно быть сразу же после совершаемого действия. Вы хотите, чтобы собака к вам подошла, хотите подкрепить ее за это положительно. Собака подходит, и сразу же должна она получить в рот вкусняшку. То есть, чем дольше времени проходит между совершаемым ей действием и подкреплением, тем меньше связь будет устанавливаться между ними. Например, вы сказали команду сидеть, собака села, вы полезли в карман за пакетом, раскрыли пакет, из пакета достали кусочек сыра, дали собаку. Но собака в этот момент уже отвлеклась от вас, посмотрела на другую собаку, посмотрела, что-то понюхала, и вы ее подкрепили за это. Очень важно собаке дать подкрепление сразу же после того, как она сделала то, что вы хотите. Многие делают еще какую ошибку. Они подзывают собаку, хотят отработать команду ко мне, да? Вот, подзывают собаку и говорят сидеть. Собака садится, они ей дают вкусняшку. Тем самым мы подкрепляем не подход, а мы подкрепляем команду сидеть. То есть на первых этапах обучения нужно подкреплять каждое действие, которое сделала собака. То есть собака села, сразу вкусняшка. Собака подошла, вкусняшка. Легла, вкусняшка. Потом мы начинаем, конечно, подкреплять не каждое действие, а в хаотичном порядке. Например, когда собака уже понимает, что от нее хочет хозяин, и мы уже это отработали, мы даем команду сидеть, лежать, стоять, хоп, застоять подкрепили. Флоки, иди ко мне! Собачка бежит. Да, хорошо. Например, друзья, смотрите, Тось, иди ко мне. Тось, лежать? Да. Подкрепили, как только сразу легла. Флоки, сидеть? Да. Подкрепили за то, что сел. Флоки, стоять? Да. Подкрепили за то, что встал. Позже мы начинаем усложнять. Флоки, сидеть, лежать, сидеть, стоять? Да. И подкрепляем за то, что встал. Пойдем.
Вот, но время, друзья, должно быть минимальное. То же самое с отрицательным подкреплением. Когда вы приходите домой после работы и находите погрызенные вещи какие-то, тапочки, одежду, мебель, и вы начинаете наказывать собаку, тыкать ее носом в эти вещи, как бы ругать ее. Собака никоим образом не свяжет эти поступки, то, что она грызла, и то, что вы ее наказываете. Если вы найдете собаку в тот момент, когда она грызет ваши тапки, и накажете ее в этот момент, тогда собака свяжет, что когда она грызет тапок, приходит наказание. Но если же вы находите последствия ее проделок, да, и потом наказываете, ничего у вас не получится. Собака не свяжет, она будет грызть эти тапки, пока вас не будет, и будет только бояться вас, потому что не будет понимать, за что вы ее наказываете. Иди ко мне. Собачка подходит? Да. И сразу же подкрепляем. Когда вы хотите дать собаке какую-то команду, у вас уже должно быть в руках то, чем вы хотите ее подкрепить. Либо вкусняшка, либо игрушка. Сейчас сделаем то же самое, например, с мячиком. Иди ко мне, моя хорошая. Смотри, что у меня есть. Мячик. Ух, мячик. Хочешь мячик, да? Хорошо. То есть лежать. Хоп. Да, хорошо. И далее мячик. Хорошо, моя девочка. Тоська, лежать. Да, хорошо, молодец. Друзья, подкрепление может быть, положительное подкрепление, это либо игрушка, либо вкусняшка. Но условие должно быть такое, что собака этого хочет. Если она не хочет, если она не голодная, если для нее сейчас другая собака важнее, чем ваш кусок в руке, ничего этого не сработает. То есть следующая ошибка, какую допускают люди, это догоняют собаку и пихают ей прям в рот эту вкусняшку. Нет, собака всегда должна стремиться к подкреплению, к поощрению, да. Она должна догонять его, пытаться его добыть. Тогда это в собаке вызовет более сильный интерес, и для нее это будет более желанное действие. Например, с вкусняшкой опять. Пример. Тоська, иди ко мне. То есть я заставляю ее еще немножечко погоняться за этой вкусняшкой, прежде чем получить. То есть сидеть. Да. Пойдем. Хоп. Хорошо, девчонка. Ну-ка, кружись. Кружись. Сидеть. Да. Хорошо. Флоки. А ну иди ко мне. Хорошо. Да. Друзья, прежде чем сувать собаке в рот какую-то вкусняшку, вы должны убедиться, что собака действительно хочет эту вкусняшку. Да, ты мой сладкий. Друзья, положительным подкреплением является также общение и ласка. То есть мы можем положительно подкреплять, просто похвалив собаку, выразить как-то ярко свои эмоции. То есть, ай, молодец, ай, хорошо. Погладить собаку, потрепать собаку за шкуру, поиграть с собакой. Для нее это тоже будет положительным подкреплением. То есть ей должно нравиться общение вместе с вами. Если собака не обращает на вас внимания, если собака не обращает внимания на вкусняшки, которые у вас есть, значит, вы выбрали что-то неправильное. Нужно найти сначала то, чего собака очень хочет, очень сильно хочет. И только потом, за какие-то простейшие действия, которые она выполняет, мы подкрепляем ее этим желаемым предметом. Это очень-очень важно. Собаки, и ко мне. Сидеть. Лежать. Сидеть. Да. Сидеть. Стоять. Сидеть. Лежать. Да. Друзья, первое правило. Собака должна очень сильно чего-то хотеть. Второе правило. Вкусняшку или игрушку нужно дать именно в тот момент, когда собака сделала правильное действие. И желательно обозначить каким-то маркером. Да. Или же щелчком кликера. Или же просто щелчком пальцев, чтобы собака понимала, что именно за этот момент ее сейчас наградили. Если вы будете правильно использовать положительное подкрепление, вы сможете обучить свою собаку чему угодно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.
Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Пишите под этим видео, что ваша собака любит больше всего, какими подкреплениями вы пользуетесь. Может это вкусняшка, может какая-то игрушка, или же просто ласка, или общение с собакой. Поделитесь, мне будет интересно. С вами был я. Всем добра. Флоки. Что, мой сладкий, что? Иди гуляй.